Всем привет! Сегодня у нас расклад, что скрыто в глубине его души, то есть разговор с его душой. И передо мной, как всегда, шпаргалка с вопросами, чтобы я не запутался, не забыл какой-либо вопрос. По 4 карты вытянем. Первая – это какие чувства он скрывает от других. Вторая карта – это какие страхи живут в его душе. Третья карта – это какие тайные желания он носит в своем сердце. Ну и 4-я карта – как вот эти скрытые аспекты его души влияют на ваши отношения. И сразу предупрежу, не предупрежу, а объясню, что, зная это, вы будете знать подход к нему и так далее, понимаете? Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Король жезлов. 8 жезлов. Маг. Поправим. И звезда. Ну смотри, какие чувства он скрывает от других. Вот король жезлов – это король огня. И вот в его душе прям кипят страсти. Король огня, да, говорит о том, что он скрывает от окружающих свою вот эту невероятную энергию и желание действовать. Он кажется там спокойным, сдержанным, но внутри него горит огонь. Он полон амбиций, он полон стремлений, особенно когда дело касается тебя. Почему? Потому что мы тебе делаем расклад. Он там может показывать внешнюю уверенность, да, и даже немного отстраненность, но вот на самом деле он испытывает к тебе прям вот сильные чувства. Он боится показать вот свою уязвимость или опасается вот, что откровенность может изменить ваши отношения. Он хочет быть для тебя вот всем. Вот как тебе объяснить? У меня опять на языке крутится, да, но я сказать не могу. То есть это, знаешь, вот это страсть огромная. И он хочет быть для тебя всем, то есть там опорой, лидером, тем вот, на кого можно положиться. И его притяжение к тебе, оно вот сильное. Но он предпочитает держать эти эмоции при себе, чтобы вот не потерять контроль над ситуацией. То есть я напомню, он же скрывает, мы же смотрим, что он скрывает. И вот эти скрытые чувства, они включают в себя вот не только, да, страсть, но и глубокое уважение. Он восхищается прямо вот твоей силой, твоей независимостью. В его сердце вот есть желание, вот, как сказать, вот защитить тебя, да, быть рядом там во всех жизненных ситуациях. И он фантазирует о том, вот как вы вместе достигаете чего-то большего, да, поддерживая друг друга. Но вот из-за своей гордости, ну или страха быть отвергнутым, он не спешит раскрывать эти эмоции. И он также скрывает свою ревность. И вот, или, вот беспокойство о том, что может тебя потерять. Он внешне, вот для тебя, да, выглядит уверенным. Внутри в него все-таки есть опасения, которые он не хочет показывать. И ему важно сохранить вот этот образ сильного, непоколебимого человека. Но это не значит, что у него нет глубоких чувств к тебе. Просто он это скрывает. И он тебя ревнует. То есть, например, если вы вместе работаете, да, например, и ты общаешься с другим каким-то мужчиной, да, или если мужчина смотрит, то с женщиной, то этот человек прям кипит, понимаешь, в него играет вот этот огонь.
Какие страхи живут в его душе? Ну, в его душе страхи, они связаны вот с быстрыми переменами, да, с потерей контроля над событиями. Восьмерка жезлов говорит вот, что он боится, что вот все может произойти, как сказать, слишком быстро, да, и он не успеет подготовиться. Он переживает, что ваши взаимоотношения, они могут развиваться стремительно, и это пугает его. Он ощущает, что вот не успевает за темпом жизни, да, или за твоими ожиданиями. Ему страшно, что он вот не сможет соответствовать, да, или вот упустить важный момент. И этот страх, он заставляет его замедлять шаги, быть осторожным, да, иногда даже отступать, чтобы вот мысли свои в кучу собрать. Также он боится, что вот эти внезапные изменения могут разрушить вот то, что для него важно. Он опасается, что вот если откроется тебе полностью, да, это вызовет вот цепочку событий, которую не сможет контролировать. Его пугает неизвестность и отсутствие вот этой стабильности. Этот страх перед быстрыми переменами, он связан с прошлым его опытом, понимаешь? Потому что вот когда вот у него раньше развивались события, ну, в отношениях слишком стремительно, да, то это приводило к очень неприятным последствиям. И теперь он старается быть осторожней, чтобы вот не повторить прошлых ошибок. Он держит вот эти свои чувства при себе, чтобы не спровоцировать события, к которым он не готов. То есть такой вот, как бы сказать, триггер у него есть, да? А не триггер, я бы сказал, фобия. Кроме того, он боится, что если не будет действовать быстро, да, то упустит шанс быть с тобой. То есть противоречие. И вот это противоречие между страхом скорости и опасением упустить момент, да, оно создает у него прям вот внутреннее напряжение, которое он старается скрыть. То есть и надо действовать, и боится действовать. Вот так вот примерно. Какие тайные желания он в своем сердце носит, маг? Ну, в глубине своего сердца он желает вот взять все в свои руки, создать что-то особенное между вами. И маг говорит, что вот указывает, да, на его стремление проявлять инициативу, использовать вот все свои способности, всю свою там харизму, чтобы завоевать твое сердце. И вот он мечтает о том, чтобы воплотить вот эти все свои идеи, планы и так далее в реальность, особенно если это касается ваших отношений. И вот его тайное желание — это показать тебе вот на что он способен. Ну, удивить тебя там своими талантами, умениями и так далее. Он хочет быть для тебя особенным. Вот тем, кто может принести в твою жизнь что-то новое, удивительное, понимаешь? И он думает вот там о совместных приключениях, о совместных каких-то начинаниях, которые вот сблизят вас и позволят ему продемонстрировать свою уникальность. Вот как павлин, да? Хвостик распустил, и вот смотри, какой у меня хвост. Вот примерно так. Он стремится к тому, вот, чтобы создать с тобой глубокую связь, основанную не только там на эмоциях, да, но на общих интересах, на общих целях. Его желание — это быть для тебя вот партнером во всех смыслах этого слова. Он чувствует, что у него есть все, что ему нужно, да, для того, чтобы сделать тебя счастливой, и мечтает это реализовать. И кроме того, он тайно желает преодолеть свои вот эти страхи, сомнения, чтобы открыться тебе полностью. Маг же у нас про уверенность, да, про умение направлять энергию в нужное русло. И вот он хочет найти в себе силы, чтобы сделать вот этот первый шаг и начать новый этап в ваших отношениях. Его тайные стремления, кстати, также могут включать желание роста и развития вместе с тобой. То есть он видит потенциал вашей связи, да, и хочет раскрыть этот потенциал полностью. Его сердце, оно полно идей, полно планов, которые он хочет воплотить, если, соответственно, найдет в себе смелость действовать. Но как эти скрытые аспекты его души влияют на ваши отношения? У нас звезда, да? Все по звезде.
Эти скрытые чувства, страхи, желания, они создают между вами вот такую атмосферу надежды, да, возможностей. То есть звезда говорит нам о том, что его внутренний мир, он приносит в ваши отношения свет, приносит вдохновение. И вот несмотря на страхи и сомнения, вот его стремление и искренние чувства к тебе, они питают вашу связь и дают ей потенциал для роста. Ну а его скрытая страсть и желание вот действовать, да, они становятся источником новых возможностей для вас обоих. И если он найдет в себе силы преодолеть вот эти страхи, связанные там с быстрыми переменами, да, это может привести к обновлению, укреплению ваших отношений. Звезда, она про надежду, про веру в лучшее. И его внутренние стремления, они могут принести в вашу жизнь очень много позитивного. Его тайные желания создать что-то особенное между вами, они могут вдохновить его на действия, которые удивят и порадуют тебя. Его готовность использовать свои способности, свои таланты ради вас, это может привести к глубокому взаимопониманию, к близости, понимаешь? Как тебе объяснить? Он, как сказать, сейчас вот так вот закрыт в плане, вот, например, возьмем финансы, да? И вот ваши отношения, они побудят его воплотить все желания не только в отношении тебя, да, но и в зарабатывании денег. Понимаешь? Да, как тебе объяснить? Это ты его муза в плане всего. Понимаешь? Но его страхи, они также, конечно, создают преграды. И если он продолжит скрывать их, да, и не будет работать над ними, то это приведет, как сказать, к тупику. Неуверенность и опасения, они замедляют развитие ваших отношений. Но звезда, она говорит, что вот надежда есть, да? Если вы оба будете открыты и готовы поддержать друг друга, и тогда вы сможете преодолеть любые вот эти тупики. И его вот эти скрытые аспекты души, они влияют на ваши отношения, принося в них глубину, да? Возможности для духовного роста, возможности для финансового роста. И если он поделится своими чувствами, своими страхами, проработает их, то это укрепит вашу связь и поможет лучше понять друг друга. И, соответственно, будет светлое будущее у вас, если вы будете идти навстречу друг другу. И, соответственно, у него огромный потенциал по зарабатыванию денег, по продвижению в карьере. Просто ты его муз, ты его батарейка, так скажем. Ты его маленький энерджайзер. Вот такой расклад был по первому варианту. Обязательно подпишись на канал. Тебе же ничего не стоит кнопочку кликнуть. Зато ты меня не потеряешь. И обязательно нажми на колокольчик, чтобы уведомления о новых раскладах приходили к тебе. Итак, давайте мы перейдем ко второму варианту. Колесница, десятка пентаклей, двойка пентаклей и паж пентаклей. Одни пентакли, кроме колесницы. Итак, какие же он чувства, да, скрывает от других? По колеснице это целый ураган эмоций. Он скрывает от окружающих свои сильные чувства, стремления, связанные с тобой. Он кажется тебе уверенным, контролирующим ситуацию, но на самом деле в его сердце кипит желание двигаться вперед и завоевывать твое внимание. Он, знаешь, прям хочет бежать к тебе. Не просто идти, да, по одному шагу, а бежать. Он прям ощущает этот внутренний порыв, да, который подталкивает его к действиям. Как шило в попе. Но по каким-то причинам он предпочитает держать это в тайне, да, потому что мы смотрим вопрос, что он скрывает.
Он старается показать себя вот таким независимым, да, самодостаточным, чтобы не выдавать своей вот этой уязвимости. Его стремление к успеху и достижению целей, оно может быть вот способом отвлечься от глубоких чувств, которые он испытывает к тебе. Он боится вот, что если откроется, то потеряет контроль над ситуацией и, соответственно, над своими эмоциями. Поэтому он, знаешь, вот надевает маску хладнокровия, да, скрывая истинные переживания. Он скрывает свое восхищение тобой, желая казаться вот равнодушным. Но внутри него есть вот это сильное притяжение, да, желание быть рядом и разделить с тобой там свои победы, свои достижения, свою любовь. Он мечтает там о совместном путешествии, да, как в буквальном смысле, так и в переносном. То есть он мечтает о движении вперед вместе с тобой. Его сердце, оно бьется быстрее при мыслях о тебе. Но он сдерживает вот эти порывы, опасаясь показать свою уязвимость. Почему? Потому что мы смотрим, какие он чувства скрывает. Его скрытые чувства также вот связаны с внутренним конфликтом. С одной стороны, он хочет действовать, да, сделать первый шаг, а с другой он боится последствий. И вот этот внутренний разрыв, он заставляет его прятать свои эмоции глубоко внутри, в душе. Он тебе кажется там неприступным, да, но это всего лишь защита от собственных страхов и от собственных сомнений. Какие страхи живут в его душе? Десятка пентаклей. Он вот внутри него живет страх потери стабильности и семейных ценностей. Десятка пентаклей говорит, что он боится не оправдать ожидания, да, семейные, общество и так далее. На него давят определенные там обязательства, которые мешают ему открыться и действовать так, как он на самом деле хочет. Он опасается, что отношения с тобой, они нарушат привычный уклад его жизни, да, или там не будут одобрены близкими. И этот страх перед осуждением, да, или там непониманием, он заставляет его сдерживать свои чувства, действовать осторожно. Он чувствует вот ответственность перед семьей там, или родственники, и это создает внутренний конфликт между его желаниями и обязанностями. Почему десятку пентаклей так читаю? Потому что у нас вопрос, какие страхи живут в его душе, да? И он боится десятки пентаклей, своей семьи. Возможно, вы из-за разных, как сказать, религий, да, например. Вот. Также он боится, что не сможет обеспечить стабильность и безопасность в отношениях. Он сомневается в своих возможностях вот создать прочный фундамент для будущего. И вот этот страх, он может быть связан там с прошлым опытом, да, например, или вот с тем, что он ставит перед собой слишком высокие стандарты. И вот он хочет быть уверенным, что сможет дать тебе все, что ты заслуживаешь. И вот опасается, что не справится с этой задачей. Понимаешь? Его страхи также включают опасение потерять то, что у него уже есть. Он привязан к своему нынешнему образу жизни. Он привязан к своему там окружению. И боится, что серьезные отношения с тобой, они внесут слишком большие изменения. И вот этот страх перемен, он заставляет его там колебаться, да, откладывает принятие вот этого решения, да, шага. И он еще из-за финансов переживает. То есть страх нестабильности или недостаток денег удерживает его от того, чтобы сделать шаг вперед. Он хочет быть уверенным сначала, что сможет обеспечить не только себя, да, но и тебя. И вот это давление, оно для него тяжелое бремя сейчас. Какие тайные желания он носит в своем сердце, это у нас двойка пентаклей. Ну, смотри, в глубине сердца он желает вот найти баланс между разными сферами своей жизни, да, и включить тебя в этот баланс. И вот двойка пентаклей, она говорит, что он стремится совмещать свои обязанности, там, личные желания, и ты занимаешь огромное место в его мыслях о будущем.
Он мечтает о гармоничных отношениях, где вот можно успешно сочетать там работу, личную жизнь, увлечения и свою там семью, да. Его тайное желание — это научиться управлять всеми вот этими аспектами жизни так, чтобы они дополняли друг друга. Он хочет быть с тобой, но при этом не хочет жертвовать там своими целями, обязанностями и, соответственно, как сказать, то, что семья против. Он ищет способы вот интегрировать тебя в свою жизнь, да, и создать совместный ритм, где вы оба сможете расти и развиваться. Он фантазирует там о совместных делах, начинаниях, хобби, которые будут вот объединять вас. Он мечтает о том, что вы вместе будете там путешествовать, заниматься спортом, развивать, например, даже общий бизнес. Его желание вот найти точки соприкосновения, которые принесут радость и тебе, и ему. Кроме того, он хочет быть вот, как сказать, гибким и адаптивным, чтобы вот справляться с изменениями, неожиданностями. Он понимает, что вот жизнь, она непредсказуема, и он желает быть готовым к любым поворотам судьбы, да, особенно если это связано с тобой. Также гибким ему нужно быть перед своей семьей. Его сердце, оно стремится вот к тому, чтобы научиться вот лавировать, да, между разными людьми и ситуациями, чтобы сохранить гармонию в отношениях. И он очень хочет облегчить свою жизнь, сняв с себя часть напряжения, да, и часть ответственности. Твое присутствие, оно вот может быть для него источником поддержки и вдохновения. И он мечтает вот о таких вот отношениях, да, где вы вместе там преодолеваете трудности, там радуетесь успехам. Его тайное стремление — это создать с тобой союз, где вы оба будете счастливыми. И, что главное, реализованным. Как эти скрытые аспекты его души влияют на ваши отношения, у нас паш Пентаклей, да? И вот эти скрытые там чувства, страхи, желания, они приводят к тому, что он подходит вот к вашим отношениям с осторожностью и желанием учиться и расти. Паш Пентаклей говорит, что он видит вот в ваших отношениях возможность для нового начала, для развития, и он готов вкладывать вот усилия, чтобы построить вот прочную и стабильную связь. И его скрытые чувства, например, они подталкивают его проявлять заботу, внимание к деталям. Он делает вот эти маленькие, но значимые шаги навстречу тебе, показывая свою заинтересованность, да? Его желание вот найти баланс отражается в том, что он старается быть ответственным, старается быть надежным. Он, возможно, тебе уже даже предлагал какие-то совместные планы, да, ну или там проекты есть по работе, которые помогут вам сблизиться. То есть он предлагал что-то такое, что вас сблизило бы. Его страхи, они замедляют развитие ваших взаимоотношений, потому что он может быть слишком осторожным, ну или медлить вот с принятием решений. Но паш Пентаклей говорит о том, что он готов учиться, да, преодолевать вот эти опасения. Он понимает, что для того, чтобы отношения развивались, нужно действовать. Он старается найти в себе смелость для этого. Его тайные желания, они создают основу для ваших отношений, наполненную там потенциалом, возможностями. Он видит в тебе такого человека, с которым можно вот не только строить отношения, да, но и расти вместе. Его стремление к гармонии, к балансу может привести к тому, что он будет искать компромиссы и стараться учитывать твои интересы и желания. Понимаешь? Но в целом все вот это скрытые аспекты души, да, они влияют на отношения положительно, если он позволяет себе действовать и открываться. И паш Пентаклей, он про рост и развитие. И если он преодолеет вот эти там страхи, да, вот эти все скрытое, то ваши отношения могут стать вот прям прочными и насыщенными. И он готов вложить вот время, усилия и так далее, чтобы построить с тобой вот что-то такое значимое, понимаешь?
Но нужно понимать, да, то, что ему нужна поддержка, понимание с твоей стороны. Потому что вот эта его осторожность, медлительность — это отражение его внутренних переживаний. И если ты сможешь показать ему, что готова идти навстречу, да, ценишь там его усилия, его вот эти знаки, это поможет ему раскрыться и, соответственно, двигаться вперед. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал. Обязательно. Прям вот нажми эту красненькую кнопочку, если ты не подписана. И жмякни на колокольчик, чтобы уведомления приходили о новых раскладах. И обязательно оставляй обратную связь в виде комментария, потому что они мне важны. Ну а мы переходим к третьему варианту. Шестерка мечей. Отшельник. Туз мечей. И семерка жезлов. Ну смотри, какие чувства он скрывает от других, да? Шестерка мечей. Но он скрывает от всех свою вот глубокую усталость и желание уйти от всего. То есть, как говорится, уйти в закат. Шестерка мечей, она говорит, что вот внутри него назрел конфликт, и он мечтает о переменах. Он может казаться там спокойным, собранным, но в его душе бушуют прям эмоции, которые он тщательно прячет. Он пережил сейчас вот в данный момент трудный период, который вот оставил прям, как сказать, шрам в его сердце. Он стремится оставить позади там прошлые неудачи, разочарования и хочет начать все сначала, с чистого листа. Но из-за своей замкнутости он вот не делится вот этими чувствами даже там с самыми близкими людьми. Он ощущает необходимость дистанцироваться, да, отдалиться вот от привычного окружения, чтобы разобраться в себе. Он как раненый зверь, понимаешь? И вот его желание перемен, оно касается вот как профессиональной сферы, да, так и в личной жизни. Он мечтает о спокойствии и гармонии, но он не знает, как этого достичь. Он прям испытывает огромный внутренний конфликт сейчас в отношениях с тобой. Он чувствует, что между вами есть какие-то там нерешенные вопросы, но он боится обсуждать их открыто. Его страх перед вот этими возможными конфликтами, он заставляет его избегать вот откровенных разговоров. И это только усиливает напряжение. И он скрывает свое чувство неудовлетворенности вот в данный момент. Ему хочется движения вперед, ему хочется развития, но он не уверен вот и не знает, как это осуществить. И это приводит к тому, что он замыкается в себе, создавая вокруг себя вот стену невидимую. Какие страхи живут в его душе, и это отшельник. У него поселился страх одиночества и непонимания. Он боится тебя потерять. Отшельник, он говорит о том, что он боится оказаться изолированным, неуслышанным, да, потерять тебя. И несмотря там на возможную внешнюю уверенность, да, внутри он чувствует себя одиноким и оторванным от всех. Он опасается, что ты его там не понимаешь по-настоящему, да, и вот этот страх, он заставляет его держаться на расстоянии, не позволяя себе открыться вот даже тем, кто ему дорог. Он боится показать свою уязвимость, опасается, что вот сделает это его еще более уязвимым, понимаешь? Его вот эти страхи, они про прошлый опыт, да, из прошлого опыта он это притащил. То есть, когда вот доверие кому-то привело к боли или предательству, и теперь он предпочитает скрывать свои вот истинные чувства, да, чтобы защитить себя от возможных разочарований. И, кроме того, он может бояться вот собственной незначительности, да, ненужности. И он задается вопросами о своем месте в этом мире, о ваших отношениях, о смысле вообще своих действий.
И вот этот страх, он заставляет его искать ответы внутри себя, отдаляясь от внешнего мира. И он также переживает из-за того, что он не соответствует твоим ожиданиям. И это его еще больше усиливает. Ну, в смысле, вот это чувство изоляции. И этот страх, он удерживает его вот от попыток установить более глубокие связи с тобой, да? Ну, не только с тобой, но и с окружающими тоже. То есть он перестает общаться, он закрывается в себе. Какие тайные желания он носит в своем сердце, это туз мечей. То есть он хочет ясности и понимания. И это, знаешь, вот туз мечей показывает вот его желание прорваться вот сквозь туман вот этой неопределенности, да, принять важные решения. Он стремится найти истину, которая поможет ему вот преодолеть вот эти внутренние противоречия. Он мечтает о новом начале, да, о возможности там оставить позади вот эти страхи, сомнения и прочего, и прочего, и прочего. То есть его сознание, да, ум егошний, его ум, он ищет решение, которое позволит вот ему двигаться вперед с уверенностью. Он хочет разобраться в своих чувствах. Он хочет понять, чего он хочет действительно от жизни, от отношений с тобой. И вот его тайное желание — это освободиться от, как сказать, от цепей прошлого, которые вот его связали. Он хочет смело смотреть в будущее, не оглядываясь назад. Это означает вот принятие серьезных решений, да, которые повлияют на его жизнь и, возможно, даже на ваши отношения. И еще он стремится к честности и открытости. Ему хочется выразить свои мысли, свои чувства без вот этого страха быть непонятым, быть отвергнутым и так далее. Он понимает, что откровенность, она может стать ключом к разрешению вообще многих проблем. Но ему не хватает смелости сделать этот шаг. И также он желает своего роста и развития в плане интеллекта, да? То есть его тянет к новым знаниям, к новым идеям, которые помогут ему расширить горизонты и найти свое место в мире. Он ищет вдохновение и мотивацию, чтобы реализовать вот этот свой потенциал. Но пока никак. А четвертая карта — это какие скрытые аспекты его души влияют на ваши отношения. У нас 7 жезлов. Но это создает между вами напряжение и непонимание. То есть 7 жезлов, он говорит, что он вот занимает оборонительную позицию в отношениях. Он словно постоянно готовится к тому, что ему приходится защищаться, да, отстаивать свои интересы. И, конечно же, он винит тебя. То есть он, как сказать, уже настолько привык к этой обороне, что он, наверное, уже перекладывает на тебя всю ответственность. И его страх одиночества, непонимания, он проявляется в виде там отстраненности, агрессии даже, может быть. Он может воспринимать вот любые попытки сблизиться как угрозу его независимости, его безопасности. И это приводит к тому, что он отталкивает тебя. Даже если в глубине души там он желает обратного, да? Ты идешь к нему разговаривать, а он как бы отталкивает тебя. И во всем ты, конечно же, виновата. Ну, это сарказм, если что. Его вот это стремление к ясности, к решительности, оно создает ощущение резкости или там непримиримости, да? Он может настаивать там на своем мнении, прям не учитывая там твоих чувств, твоих взглядов и так далее. И это усложняет коммуникацию с ним. Делает поиск компромиссов практически невозможным. И, кроме того, вот это его оборонительное поведение, да, оно может быть попыткой скрыть свою уязвимость. Он боится, что открытость приведет к боли или отвержению. Поэтому он предпочитает держаться на расстоянии. И это мешает установить с ним вообще какую-либо связь, да, и, как говорится, спросить истинные мотивы. Чего он такой, паразит? Но
Ты знаешь о его внутренних переживаниях, поэтому ты можешь попытаться подойти, да, к ситуации, к разговору с пониманием и терпением. Создай какое-нибудь безопасное пространство для диалога, да, где он сможет выразить свои чувства там без страха осуждения. Также и ты можешь выговориться, ну, спокойно только. Как только повышается тон, он уходит в оборонительную позицию. Поэтому вот так вот. В итоге он скрывает свою вот эту усталость, желание перемен, боясь показать слабость. Его страх одиночества и непонимания, он заставляет его отдаляться, да, занимать вот эту оборонительную позицию. А в глубине души он жаждет ясности и жаждет нового начала. Но он совершенно не знает, как это осуществить. И это все создает напряжение в ваших отношениях и мешает установлению даже простого диалога. И вот сейчас ты понимаешь его вот этот внутренний мир, да, и ты можешь начать с ним диалог, зная вот это все, отталкиваясь от своих знаний. Обязательно подписывайся на канал, жмякни на колокольчик. Вот нажми прямо сейчас на красную кнопочку «Подписаться». Мне будет приятно, а тебе это ничего не стоит. И обязательно оставь комментарий, потому что они для меня важны. И переходите на Boosty, там есть закрытые расклады, и если у вас недоступен Boosty, то спонсорство на Ютубе. Там есть плейлист «Закрытые расклады», они дублируются в Telegram. Они для тех, кто на Ютубе спонсоры, у них на Ютубе, а для тех, у кого на Boosty, то все не на Ютубе, все в Телеграме, то есть у всех все доступно, независимо от того, работает у вас Ютуб или нет. Все работает в Телеграме, поэтому жду вас в проживании арканов, в манифест, кстати, если хотите научиться очиститься и так далее и тому подобное, то есть от негативных влияний. И обязательно заходите в закрытые расклады и в магический чат. Всем доброго дня!